Гамаджоба, друзья! Я приветствую вас на своем канале, который посвящен будет продаже недвижимости в Грузии. Будут в основном земельные участки, ну, квартиры тоже будут присутствовать. Но я все-таки рассчитываю, что моя целевая аудитория будет в основном это так называемые выживальщики. То есть люди, которые понимают, что сейчас происходит, в каком моменте мы живем. На них и будет основной акцент. Сейчас по этому вопросу очень много мнений. Сколько блогеров, столько и мнений. Я поделюсь с вами своим мнением. Я давным-давно занимаюсь конспирологией. И то, что сейчас происходит, знал уже в 2014-2015 году. Было это понятно, что мы придем к этому. Я пытался людям это объяснить, докричаться, чтобы они что-то делали, как-то пытались, как-то готовились. Но, естественно, тогда только смеялись. И вот мы в моменте. Значит, как я считаю, что сейчас происходит. То есть много сотен лет назад наша земля была, то есть то, что мы подразумеваем под словом земля, да, в нашем общем понимании, была захвачена и оккупирована инопланетной расой. То есть, эта раса, это не какие-то зеленые человечки, то есть это люди, которые живут на этой же земле, но в другой ее части, скажем так. Были удары оружием массового поражения, была большая война, которую мы, человеки, были большие человеки и маленькие человеки, в общем, мы все вместе дружно проиграли. Дальше было поставлено оккупационное правительство, так называемые подрядчики наших оккупантов, которые до сих пор так и управляют уверенной им территорией. Управляют они по шаблону, то есть им был дан шаблон, которому нужно управлять. То есть, когда устраивать войны, когда эпидемии. Я знаю человека, который создал программу, в которую вносит все ключевые события, которые происходят у нас на Земле. И по этой программе очень хорошо стало видно, что все идет по циклу в 72 года. И кратно в этому числу даты, то есть 108, 36 и 18. Все происходит именно по этим датам, то есть по так называемому шаблону. Но, судя по всему, для эпидемий шаблон немного другой. То есть эпидемия устраивается каждые 100 лет. То есть 1720 это оспа, 820 это чума, 920 это испанский грипп. Ну и вот мы в моменте 2020 мы имеем некий коронавирус. Но по своей сути все эти болезни это одно и то же. Все это устраивается для определенных целей. Цели это сокращение численности населения, опускание так называемой экономики, опускание технологий, как бы так немножко приземление их и многое другое. И вот мы подошли к этапу, когда в очередной раз должно состояться событие, которое почистит землю, так называемая жатва, путем сокращения численности населения. Сейчас уже очень много людей понимают, что люди болеют не от некой болезни, передающейся ротавирусным путем, а от распылений с неба. И не только с неба. То есть понимают, что нас травят. Это вызывает ожог легких и так далее. Я сразу скажу, я не против процедуры
самой модной, потому как я считаю, что общечеловеческое ДНК должно чиститься. То есть глупые, трусливые, тупые должны покинуть. Должны покинуть этот мир и остаться только достойные. То есть люди, которые живут и не понимают смысл своего воплощения, разные потребляди, муклы и тому подобные, здесь не нужны. Пришло время чистки. Вопрос в том, как остаться тем людям, которые действительно достойны. К этому нужно было готовиться уже давно, но время еще есть. Посему я предлагаю переезд в Грузию. То есть то, что сделал я для спасения своей семьи, своего рода, это переезд в страну, которая не имеет такого стратегического значения, скажем так. Это Грузия. Самая жесть будет в более крупных странах и так называемых белых странах. В 22 году заканчивается столетний траст СССР. К этому же времени был подгадан распад Советского Союза. То есть к 22 году исполнилось 30 лет с распада Советского Союза. И за 30 лет никто не заявил прав на эту территорию. И поэтому новому владельцу, скорее всего, на таких территориях, как Россия, Украина, Казахстан, то есть на богатых таких территориях, имеющих стратегическое значение, судя по всему, коренное население абсолютно не нужно. Поэтому эти территории будут зачищаться максимально активно. Но это мы уже углубляемся в римское право, а его большинство не понимает и вообще не знает, что это такое. Поэтому об этом мы не будем. Эту тему мы опустим. Конечно, покинуть свою страну, свой дом, свою родню — это не так просто. Но, к сожалению, мы оказались в такой момент исторический времени, когда нужно это сделать, чтобы выжить, чтобы спасти свой род. Сейчас в Грузию массово приезжают россияне, украинцы, Казахстан, Белоруссия. Массово приезжают и скупают земли. Почему именно земли? Потому что, чтобы выжить, нужно иметь свое хозяйство натуральное, свою воду, свой чистый воздух, в идеале свой источник энергии. Благо здесь масса речушек, на которых можно установить мини-ГЭС. Ну, это, конечно, в идеале. Потому что многие понимают, что выжить в городах сейчас, к сожалению, уже не получится. Также в Грузии очень лояльное законодательство. Никто тебе не запрещает держать свое сельское хозяйство, собирать валежник, жечь костры. Все очень спокойно, лояльно, просто шикарно. Нервы в Грузии просто спокойны. Также в Грузии нет вышек 5G. Никто не заставляет делать прививки детей, никакие манту, диаскин тесты и так далее. То есть вы свободно можете отказаться от календаря прививок. Химтрейлы, конечно же, присутствуют. То есть эта зараза, она во всем мире. Никто с этим от этого отказаться не может. Как все правительства управляются из единого центра. Все это одна оккупационная организация, показывающая нам театр. В общем, вот так вот. В своем канале я буду выставлять земельные участки. В основном будут и квартиры, конечно, но в основном это будут земельные участки. То есть я буду отбирать самые лучшие, самые адекватные по цене. Так что вот так помогу людям, которые еще не определились с переездом, помочь
помочь вложить деньги действительно в то, что я считаю нужно сейчас вкладывать, это в землю. В Грузии, именно в землю, где-то в селениях, подальше от городов. Ибо я считаю, что деньги скоро превратятся в пыль. Нужно как можно быстрее от них избавляться. И неважно, в чем они у вас. В долларах, в евро, в биткоинах ли. Скоро все это превратится в прах. Хочу сказать тем, кто считает, что все это бред, то, что я говорю. В любом случае, мы скоро будем жить в СССР. Его уже активно лет 8 раскручивают. И однозначно он вернется. То есть году в 25-м уже мы будем жить в СССР. Но, к сожалению, это будет СССР не тот, в котором большинству людей хорошо жилось. Это будет совсем иной СССР, плохой, сатанинский. В общем, очень нехороший. Но в любом случае, если частная собственность еще сохранится к тому времени, то земля в Грузии вырастет во многократно. Потому что если смотреть в рамках одной страны, то есть сравнивать Сочи и Батуми, это несравнимые две вещи. То есть земля здесь будет стоить гораздо дороже, чем в Сочи. Также мы оказываем услуги юридического оформления земли, участков, полное ведение юридических вопросов. Также оказываем услуги туроператора. У меня масса знакомых гидов. И, естественно, из них я выбрал самого лучшего, и с ним и сотрудничаю. То есть это незабываемый человек, это самый лучший гид в Аджарии. Так что обращайтесь. Также, я думаю, будем обсуждать какие-то вопросы, связанные с политикой, с экономикой, с глобализмом. Задавайте, пишите, на все отвечу. Все покажу, расскажу. Помогу, чем смогу. Также буду выставлять какие-то ключевые мировые новости на страницах ВКонтакте, не знаю, в Инстаграме. Просмотрев отснятый материал, я понял, что забыл осветить один из самых главных критериев, почему именно Грузия. Почему я рекомендую именно Грузию. Это теплые, добрые, отзывчивые, прекрасные люди, которые здесь живут, именно в Аджарии. Это те люди, среди которых я хочу, чтобы росли мои дети. И среди которых мне приятно находиться. Это люди с незагаженными американскими ценностями, мозгами, потреблятством, жадностью и тому подобного. Также хочу добавить, что мы оказываем услуги строительства от нулевого уровня и под ключ. Также оказываем содействие людям в пересечении границы на своих автомобилях. То есть это фриланс, либо бизнес. Ну вот, как-то так. И такой момент еще. Показывая каждый участок, я буду давать, либо не давать звезду этому участку. Что это значит? Это значит, что этот участок подходит под мои критерии. То есть купил бы ли я этот участок для себя или не купил. То есть это не факт, что вам это подходит, но это небольшой звоночек, небольшой показатель тоже будет. То есть я могу не дать звезду участку только потому, что он для меня дорог. Да, для меня сильно высокая цена. То есть для вас, возможно, это не проблема будет. Ну, поэтому как-то вот так. Так что, ну, пасаран.